24 декабря 1971 года самолет авиакомпании «Ланса» вылетел из города Кальяо, Республика Перу, в город Икитос. Самолет должен был сделать промежуточную посадку в городе Пукальпа. Через полчаса полета самолет разваливается в воздухе и терпит крушение над джунглями Перу. Из 92 человек на борту в живых остается только одна 17-летняя девушка. Причем она не только каким-то чудом выжила после авиакатастрофы, но и смогла выжить в суровых джунглях более 10 дней, прежде чем ее нашли. Ее имя Юлиана Кёпке. И это ее настоящая история. Юлиана Кёпке родилась в семье немецких эмигрантов в 1954 году в городе Лима, Перу. После военного времени ее родители Мария Микулич Радецкий и Ханс Вильхельм Кёпке познакомились в университете Кристиана Альбрехта в городе Киль. Как Мария, так и Ханс были одержимыми биологами. Они считали, что это их призвание. Ханс всегда мечтал попасть в джунгли. В послевоенные беспорядки он в 1948 году пересек Европу, чтобы попасть в Перу. Будучи безбилетным пассажиром и без паспорта, он пробирается на грузовое судно с солью, прячется там и таким образом попадает в Бразилию. Откуда он опять же пешком пересекает огромный континент и наконец-то добирается до города Лима в Перу. Чуть позже за ним следует Мария. В 1950 году они расписываются, а еще 4 года спустя у них рождается дочь Юлиана. В 1968 году Мария и Ханс Вильгельм Кёпке основывают на реке Рио, Льюлапичи, исследовательскую станцию Пангуана. В этом же году, взяв с собой только необходимое, пару мешков вещей, собаку и попугая, они вместе с дочерью Юлианой переезжают туда жить. Юлиане в то время 14 лет. В течение 2 лет Юлиана посещает местную школу, где получает образование. На станции она получает дополнительно немаловажные для той среды знания о джунглях, которые в скором будущем ей очень пригодятся и станут ключевыми знаниями в ее жизни. Она заканчивает школу в декабре 1971 года. В этом же месяце они с мамой хотят лететь домой в Пангуана, для того, чтобы вместе провести Рождество. Но полет переносится с 23 на 24 декабря из-за школьного бала. 24 декабря 1971 года. Международный аэропорт Хорхе Чавеса, город Кальяо. Он был открыт совсем недавно. В аэропорту масса людей, которые хотят попасть к своим родным и близким, чтобы вместе праздновать Рождество. Единственная компания, которая летает внутренними рейсами. Это компания «Ланса». У компании остался только один самолет, который делал 2 внутренних рейса. Из Лимы в Куско и из Лимы в город Икитос, с промежуточной посадкой в Пукальпа. У компании «Ланса» не очень хорошая репутация. 2 из 3 самолетов не так давно потерпели крушение. Всем пассажирам, как и, впрочем, матери Юлианы, это известно, но все без исключения хотят лететь. Во-первых, другого самолета просто нет, а во-вторых, дорога с той же Лимы до Пукальпа заняла бы на машине или автобусе несколько дней. Отец Юлианы не в восторге от решения, что они хотят лететь на самолете, исходя из недавних событий. С другой стороны, казалось бы, какая вероятность, что и 3-й самолет может не достичь своей цели? Мария и Юлиана поднимаются на борт самолета и занимают свои посадочные места. Это 19-й ряд. Место F у окна занимает Юлиана. Место E посередине занимает ее мама. На 3-е кресло садится полноватый мужчина. Около 12 часов дня по местному времени самолет вылетает из Лимы и берет курс на промежуточный город Пукальпа. Первые 25 минут полет проходит абсолютно спокойно. Но вскоре за бортом самолета начинает темнеть. Он двигается напрямую в грозовые тучи. Как рассказывала Юлиана, такой турбулентности она никогда не испытывала. По ее словам, ощущения были такие, как будто туча была живая, и она делала с самолетом все, что хотела. Вокруг самолета звучал гул пропеллеров, его то поднимало вверх,
то также резко бросало вниз. Подарки падали с полок самолета. На борту паника. Кто-то кричит, кто-то плачет, а кто-то просто молится. Мариана видит яркую вспышку в иллюминаторе. Это, вероятно, молния, которая врезается в правое крыло самолета. Последнее, что она слышит от своей мамы: теперь все кончено. В 12 часов 36 минут по местному времени самолет разваливается в воздухе на высоте 3000 метров. Когда Юлиана приходит в себя, она уже не на борту самолета. Она чувствует, что до сих пор сидит пристегнутая в своем кресле, и видит, что рядом никого нет. Вокруг абсолютная тишина, и в этот момент девушка понимает, что находится в свободном падении на землю. Она видит под собой, как перуанские джунгли вращаются перед ее глазами. Ремень безопасности ей сильно перетягивает живот, и она теряет сознание.